Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Еще в позапрошлом году я забрала с родительской дачи свой старый первый двухколесный велосипед. Как вы понимаете, лет ему уже много. Он достаточно длительный срок валялся на чердаке, запылился и в некоторых местах покрылся ржавчиной. Но у меня была идея сделать из него оригинальный садовый декор. Наверняка вы видели похожие варианты на Пинтересте или в садовых магазинах. Стоят готовые варианты достаточно дорого. Но зачем нам готовый вариант, если мы все можем сделать самостоятельно? Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. Итак, перед вами мой старый велосипед. Чтобы сделать из него подставку для цветов, нужно продумать, куда и как ставить цветочные горшки. Первое место – это багажник, он у меня есть, а второе место – это передняя корзина, но ее у меня в комплекте не было. По желанию ее можно докупить и прикрутить, но я решила попросить мужа приварить небольшую Г-образную металлическую пластину к передней части велосипеда. На нее я впоследствии поставлю цветочный ящик. Дальше велосипед необходимо тщательно помыть. Так получилось, что к нам в гости приехали мои родители и сестра, и все поучаствовали в работе. Но больше всех старалась, конечно же, Ангелина. Настоящий семейный хендмейд. Пока велосипед сохнет, выберем краску. Сначала я хотела использовать акриловую, но мне очень хвалили резиновую, и я решила попробовать ее в работе. Краска в целом неплохая, она без запаха, матовая, быстро сохнет и очень укрывистая. Но почему-то я совсем забыла про грунт. А точнее, на самой банке про грунт не было написано ни слова, и я решила, что он не нужен. В общем, грунт нужен, но об этом я узнала намного позже. Покраска велосипеда – дело достаточно муторное. Нужно как следует прокрасить все спицы, цепь и кучу мелких элементов. Но так как у меня желающих на покраску было предостаточно, работа шла быстро. Сначала я хотела сделать велосипед белым, но после первого слоя передумала. В белом цвете велосипед получился, на мой взгляд, каким-то пластмассовым. И для второго слоя я добавила в белую краску немного фиолетового колера, чтобы получился светло-сиреневый цвет. Кстати, так и красить удобнее. Сразу видно, где прокрашено, а где еще нет. После второго слоя для велосипеда случился длительный перерыв. Точнее, красить его мы начали в прошлом году в конце лета и решили оставить до нового сезона, чтобы сразу использовать по назначению. Всю зиму велосипед простоял в беседке, и неприятным моментом для меня стало то, что в некоторых местах сквозь краску проступила ржавчина. Так что, если вы тоже решите использовать резиновую краску, обязательно сначала нанесите слой грунта. А еще в прошлом году я думала оставить велосипед просто на подножке, но в этом передумала, так как велосипед немного заваливался на бок, и я побоялась, что цветочные горшки могут с него упасть. Поэтому свекор сварил мне вот такую П-образную подпорку для заднего колеса. Но в принципе можно придумать и что-то деревянное, или просто прикрутить велосипед к столбу, перилам лестницы или к дереву. Пластиковыми стяжками я зафиксировала колеса, педали и цепь, чтобы велосипед никуда не норовил укатиться. Кстати, потом я подумала, что все это тоже можно было бы приварить, но стяжки у меня были под рукой, и зафиксировали они все достаточно прочно. Так что можно делать и так, и так. Дальше я покрасила велосипед третьим слоем резиновой краски. Скорее всего, в следующем году ржавчина снова проступит. Но, честно говоря, зачищать все мне не хотелось, и я решила оставить все как есть. И самый главный момент, который стал настоящей изюминкой этого велосипеда – это гирлянды на солнечных батареях.
Купила я их на Озоне, и все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Гирлянды я выбирала уличные, на тонкой проволоке, чтобы они были почти незаметны днем. На весь велосипед у меня ушло 2 гирлянды по 12 метров каждая. Обмотала их так, чтобы сохранить контур велосипеда. Путаются они, конечно, очень сильно, так что обматывать нужно не спеша и очень аккуратно. Осталось посадить цветы в горшки и поставить эти самые горшки на велосипед. Точнее, один горшок я поставила в корзину и разместила ее на багажнике. Второй цветочный ящик я разместила на Г-образной передней металлической пластине. А еще 2 горшка я поставила на землю возле педалей. И именно в нижних горшках я разместила солнечные батареи от гирлянд. Наш уникальный садовый декор готов. Днем это очень красивая композиция, которая впишется в абсолютно любой уголок сада. А вот ночью это настоящий сказочный велосипед. Заряда батарей хватает на всю ночь, и он красивый и ярко светится до самого утра. Надеюсь, такая идея декора для сада вам понравилась, и вы тоже преобразите свои старые велосипеды. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео, напишите комментарий и, конечно же, подпишитесь на мой канал, ведь впереди вас ждет еще много всего интересного. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.